Вы феодал, который гоняет шайку глазадых крестьян, живущих в палатке. Ваша задача, эксплуатируя население, хоть как-то приблизиться к некому подобию большой обжитой деревни. Вам придется выстраивать небольшие линии производства и переработки ресурсов. Выращивание еды, выпекание хлеба, добыча руды, последующие ее переплавки и создание оружия для личного потребления, чтобы сделать себе армию или же для торговли. Есть смена времен года, от которого зависит, замерзнут ваши крестьяне или нет, постройка своей усадьбы и выстраивание обороны от набегов других феодалов или разбойников. И хоть это и стратегия, вы можете ходить среди простого люда и любоваться шикарными видами. Это если вкратце. Игра называется Manor Lords. Давайте по порядку. Вы создаете своего лорда и ваш герб. Вариаций настроек много, но, к сожалению, прям настраивать вашего персонажа не получится, только выбор портрета. При старте вы выбираете одну из, в кавычках, компаний, где будет происходить ваша игра. И я бы рекомендовал бы вам поиграть в самый простой вариант, где у вас не будет противников-феодалов, чтобы хоть как-то разобраться в игре, так как вас спокойно могут снести не только феодалы, но и разбойники. Ну и, конечно же, выбор карты, где будет все действо. Если хотите, можете потрогать настройки, но я бы не стал. Вот вы появились, и в вашем распоряжении всего-то горстка крестьян, чутка ресурсов и мул, который будет таскать ресурсы. Первое, что делаете, ставьте колодец. Вам нужно обеспечить потребности ваших подданных. Если по минимуму, то это еда и топливо. Если они будут голодать или мерзнуть зимой, то, поверьте, вам это не понравится. Жильем их обеспечить не проблема. Поставил лесопилку, назначил семью, наделал бревен и построил избу на каждую семью. Ну вот, с едой могут быть некоторые проблемы. Есть 4 типа возобновляемых съедобных ресурсов на карте. Животные, ягоды, грибы и рыба. В зависимости от того, в каком месте вы появитесь, у вас будет доступ к тому или иному ресурсу. Вам придется ставить профильные здания, чтобы назначить семью, которая будет заниматься добычей. Таким образом, потихоньку оно будет собираться, но эти ресурсы не бесконечны и возобновляются со временем. Поставить несколько зданий для рыбалки и оставить так их работать без остановки не получится. Рыба кончится. Плюс они могут быть сезонными. Грибы вы зимой не пособираете, если что. Также стоит обзавестись амбаром, где будет храниться ваша пища, иначе она быстро попортится. И в амбар тоже нужно назначить семью для работы. То же самое со складом для хранения ресурсов. И важный момент. У вас всего в начале 5 семей, которые вы можете назначить на те или иные работы. Поэтому вам придется стать кризисным менеджером и раскидывать их все время на разные работы. А я напоминаю, что у меня есть мой телеграм-канал, где выходит различная информация, угарные видосики, мемчики и не только. Также есть мой Бусти, где все видео выходят гораздо раньше, чем на Ютубе, и там же вы можете меня поддержать. Либо привычные донатики, все ссылочки в описании. По поводу еды еще не все. Вы можете также выращивать себе зерновые культуры, но вначале я бы этого не делал, потому что вам нужно будет ждать, пока все вырастет, а начальные запасы нужны. Ягоды, рыба и так далее подойдут идеально. И когда у вас будет постоянный приток еды, чтобы ваши поселенцы не померли с голоду, можно уже заняться выращиванием пищи. А для этого нужно выделить место под поле, построить житницу и назначить туда семьи, перекопать землю, засеять поле, дождаться, пока все вырастет, собрать урожай, отнести его в амбар, потом отнести зерна на мельницу и после этого в общественные печи выпекать хлеб. Муторно, да, но если вам попалась плодородная земля, то лучше сфокусироваться на этом, а не на охоте и собирательстве ягод и грибов для пропитания на постоянной основе. И разработчики сделали так, что вы можете чередовать культуры и оставлять поле в этот год незасеянным, чтобы земля, так сказать, отдохнула. Как вы понимаете, на каждое занятие нужно назначить семью, поэтому вам придется увеличить население, и для этого стройте дополнительные домики и держите высокий рейтинг одобрения, выше 50, чтобы новые семьи приходили к вам. У вас появятся новые свободные руки. И вот, к примеру, вы поставили себе сторожку охотников, чтобы добывать мясо в начале. У вас со временем накопятся шкуры. Вы можете поставить факторию для торговли и выстроить торговлю мехами, чтобы получать за это деньги. А деньги вам понадобятся. За торговлю вы получаете достаток региона, на который вы можете закупать себе ресурсы и делать из них готовую продукцию. Ну вот, к примеру, нету у вас месторождения железной руды. Закупаете ее
делаете из нее железные заготовки, а их уже в инструменты, или же закупаете оружие и броню, чтобы вооружить вашу дружину. Важный момент. Построенные вами хозяйства, в которых живут люди, можно улучшать. Есть вариант поставить огород, чтобы выращивать овощи, или же курятник, чтобы были яйца, завести козу для шкуры мяса и так далее. Для этого эти деньги вам и понадобятся. Также вы сможете поднять уровень этого хозяйства, выполнив некоторые требования. Суть ясна. Жилые здания можно улучшать, и они могут производить ресурсы. Та же самая мастерская доспехов и пивоварня на заднем дворе избушки. Но, помимо достатка региона, есть казна. Но чтобы получать эту валюту, нужно построить усадьбу и назначить налоги. С них каждый месяц вы будете получать денежку. Тратить вы ее будете в основном на отряды наемников, чтобы защититься от набегов, и для постройки новых лагерей поселенцев на новой захваченной вами территории, чтобы также заселить новое место и собирать местные ресурсы. Вам с этой казны придется, если что, еще отстегивать денежку королю. И поверьте, если вы играете в режиме, где есть разбойники или другие феодалы, хоть какая-никакая армия вам понадобится, или же вам сожгут все ваше поселение к чертям, как это было у меня. Ваш быт зависит от времени года. К примеру, пшеницу вы не повыращиваете зимой, а потребление ваших запасов топлива на нужды кузницы я бы придержал, если у вас мало запасов. Благо, игра пишет, насколько вам хватит текущих запасов еды и топлива, но не пишет, сколько вы добываете за единицу времени, что жалко. Но вы можете поставить дополнительную сторожку дровосеков, чтобы у вас было больше дров, или вообще пойти дальше и перерабатывать дрова в уголь, используя углевыжигательную печь, чтобы было более выгодное потребление топлива. Но если вы срубаете деревья, не забывайте, что новым нужно снова вырасти. Нужно ставить отдельно сторожку лесников, чтобы они сажали деревья. И выбрать место, где они будут сажать, можно. Вы можете настраивать размер рабочей области. Работает для всего, где есть рабочая область. То есть сажаете в нужном месте, срубаете в другом. Думаю, понятно. И учитывая, что вам всегда будет не хватать населения, вам придется вечно переключать семьи на ту или иную работу в зависимости от вашей ситуации. Боевая система. Тут относительно проста. Есть ваша дружина. Она собирается из ваших людей и оружия, которое у вас в наличии. Оружие, как и броню, вы можете делать сами, но делаются они в самих хозяйствах. И ваша дружина с вами навсегда, и вы вольны распустить их, чтобы люди вернулись к своей работе. А вот наемники те еще падлы. Вы их нанимаете на деньги казны, и каждый месяц они будут жрать денежку. И как ваша казна опустеет, они вас покинут. Вы можете отдавать приказы на различные типы построений и тактику отрядов, конечно же. Вариантов юнитов много, включая юниты и дальнего боя. В плане обороны поселения пока что грустно. Нету как таковых стен для города пока что. Но есть усадьба, и вот у нее уже можно поставить стены и оборонять ее. Только на кой черт оно надо? Когда производственные складские постройки более ценные, я не знаю. Но именно в ней вы настраиваете налоги, которые приносят вам деньги в казну. Но будьте осторожны, людям они не нравятся. Вас очень сильно подвязывают на торговлю. Не будет никогда такого, что вы стартуете в локации, и у вас все сразу будет доступно для развития. Придется выдумывать, чем торговать и чем закупаться. К примеру, если у вас не будет железной руды, то вы не сможете делать инструменты, которые нужны для ремонта зданий. Тогда конец. Вы ее либо закупаете, либо можете захватить соседнюю область, где уже есть железная руда, и наладить поставку оттуда в свое основное поселение. Месторождения ресурсов не ограничены, за исключением богатых залежей, которые вы можете улучшить. Таким образом, что сможете добывать ресурсы бесконечно. К примеру, вот у меня так сделано с глиной, и из нее я делаю без остановки черепицу и продаю ее. Приток денег есть. Также я продаю меха, но при этом закупаю железные заготовки для последующего производства. Помимо торговли ресурсами, тут есть еще торговля скотом. Если вкратце, то покупаете себе 2 овечек, выделяете им землю и назначаете семью овцепасов. Со временем овцы размножатся, и у вас будет шерсть. Вы можете продавать овец или шерсть в дальнейшем. Либо брать эту шерсть и перерабатывать ее в пряжу для последующего производства одежды, либо продажи этой одежды.
Игра довольно сильно настроена на взаимодействие с экономикой, ресурсами и торговлей, что не может не радовать. Не такое производство, как, скажем, в игре Factorio, но все же неплохо. Да и размер карты маленький, как будто хотелось бы побольше. Тут еще есть прокачка уровня поселения, где вы сможете со временем выбирать бонусы, которые вы будете получать на постоянной основе. Но, как видите, ожидается в скором времени, и в этом и есть главный минус данной игры. Она недоделана. Игра пока что в раннем доступе, и когда там будет версия 1.0 и релиз, не совсем понятно. Manor Lords вышла в ранний доступ 26 апреля 2024 года, и пока что еще в процессе разработки. Ну что я могу сказать? Удачи разработчикам, потому что игра довольно неплохая, и судя по ленте в Стиме, ее делают довольно активно. Я не являюсь таким уж фанатом градостроительных симуляторов или средневекового сеттинга, но скажу так, мне лично понравилось почти все. Из придирок маленькая карта, ранний доступ, не очень большое количество разных построек, но это компенсируется надстройками, которые вы ставите в хозяйствах. По графону вообще красота. С видом от третьего лица, когда вы ходите по своим владениям, она выглядит даже лучше, чем многие игры, заточенные под такой геймплей. К примеру, Смута. Сравнивать можно с такими играми, как Factorio, Cities Skylines, серия Anna и все в таком духе. Сюда же можно приписать Crusader Stronghold, только, увы, пока что без замков. Добротный средневековый симулятор постройки хутора с последующим вовлечением в экономику и боевую экспансию ваших крестьян с виллами по прилегающим территориям и выселением неблагоприятных супостатов. В игру можно ввести очень много чего, но что именно будет в готовом проекте и версии 1.0 мне не ясно. И не знаю, как вы, а я терпеть не могу, когда игра выходит в ранний доступ и находится там годами, благо хотя бы разработчики могут получить денежку для дальнейшего развития проекта. Надеюсь, у него все будет хорошо в будущем, так как мне очень даже зашло. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.